Всем привет, с вами снова Артем Сферидов, и сегодня мы вместе с вами сделаем небольшой обзор курорта Красная Поляна. В 2025 году мы приехали сюда 20 числа, 20 января, для того, чтобы отлично провести время всей семьей. Я расскажу про цены, расскажу, где покушать, расскажу про инструкторов, про склоны и про то, как здесь все устроено. Поехали! Прежде чем мы начнем, хочу поблагодарить своих подписчиков и спонсоров на Бусти. Ваш вклад в развитие канала неоценим. Спасибо. Курорт Красная Поляна начинается с подъема на высоту 960 метров над уровнем моря. Скипас можно приобрести непосредственно в кассе рядом с подъемником или онлайн на официальном сайте. Что касается стоимости в высокий сезон 2025 года, дневной скипас стоит здесь 4100 рублей для взрослых и 2500 рублей для детей. Этот скипас даст вам возможность воспользоваться всеми открытыми подъемниками с 8:00 до 16:30. Вечернее катание обойдется в 2500 и 1700 рублей соответственно, с 18:30 до 22:00. Вы можете существенно сэкономить, приобретая скипасы на несколько дней. Они есть как на 3 дня, так и на 5 дней. Теперь давайте поговорим об инфраструктуре. На курорте есть все необходимое для семейного отдыха: отели, рестораны и кафе, детские комнаты, камеры хранения, множество спа-комплексов с банями и бассейнами, а также отличные прокаты и сервисы. Я думаю, что тем, кто уже неоднократно был на Красной Поляне, не нужно объяснять, почему сюда стоит приехать. А вот для тех, кто только планирует начать кататься, это видео будет полезным. Поэтому прошу подписаться и поставить лайк тем, кто еще этого не сделал, а тем, кто хочет участвовать в розыгрыше сувениров из Сочи, нужно оставить свой комментарий под видео о том, почему вас манит путешествие в горы. Я выберу лучшие комментарии в прямом эфире, время и место которого сообщу в своем телеграм-канале. Ссылочка в описании. Итак, если вы впервые оказались на горнолыжном курорте, первым вопросом всегда будет, сколько стоит проживание. Есть два варианта. Первый — жить на курорте. Цена на номера для 2 взрослых начинается в среднем от 4000 рублей. Но такие варианты нужно бронировать заранее. Хостелы мы не рассматриваем, так как речь идет о семейном отдыхе. Второй вариант — жить в Адлере, где двухместные номера в зимний сезон стоят 1000 рублей, что в 4 раза дешевле. Можно найти варианты на любой вкус. Мы, например, сняли двухкомнатную квартиру за 6000 рублей в новом красивом жилищном комплексе с видом на горы. Нас было 5. Также прокат оборудования здесь стоит значительно дешевле. Комплект лыж, ботинок, палок или сноуборд с ботинками обойдется в 1200 рублей, тогда как рядом с подъемником цена в 2 раза выше. Так что подумайте, стоит ли жить на курорте. Возникает резонный вопрос, что делать, если у вас нет машины? Не беда, с Адлера до Красной Поляны ходит электричка. Расписание можно найти в интернете, а стоимость проезда составляет всего 275 рублей с человека. При времени в пути 24 минуты. Мы уже не раз ездили на Красную Поляну и жили как в Адлере, так и на самом курорте. В Адлере есть уникальная возможность проводить вечера на морском побережье или встречать рассвет под шум волн. Получается, что вы можете наслаждаться и горами, и морем, 2 в 1. С жильем и снаряжением мы разобрались. А как обстоят дела с инструкторами на склоне? Здесь нельзя работать черным инструкторам, поэтому все они берут фиксированную ставку 6000 рублей за час и 8000 рублей за 2 часа. Это касается частных занятий. Цены одинаковые как для лыж, так и для сноуборда. Мы, например, приехали с дочкой и отдали ее в школу, где она каждый день занималась в группе по 3 часа. Это удовольствие нам обошлось 26 тысяч рублей за 5 дней без скипаса. Кстати, дети до 7 лет могут кататься бесплатно в сопровождении взрослого. А вот с 7 лет уже нужно приобретать скипас. Какая твоя любимая трасса на Красной Поляне, расскажи. Мне все нравятся. Кроме красной, черной. Это, наверное, потому что пока еще не умеешь. Да. Понятно. А расскажи, как ваши занятия проходят? Что вы делаете с инструктором? На кочках скачем. А ты уже умеешь ездить не плугом? Умею. Еще я умею. Это по трамплинам. Здорово. Ну ладно, Варвара, успехов тебе в обучении. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про колокольчик. Правда. Я настоятельно рекомендую не мучить своих детей и не прививать им страх. Лучше сразу отдать их опытным инструкторам. Я неоднократно наблюдал, как плачут дети, а их самоуверенные родители, которые сами не умеют кататься, пытаются их научить. Смешно, но немного грустно.
Наша Варвара уже уверенно преодолевает синие трассы, хотя катается всего второй раз. Теперь о трассах. На Красной Поляне есть трассы на любой вкус, несколько учебных склонов, как с бугелем, так и с кресельными подъемниками. А также хорошие длинные синие трассы. Моя любимая восточная, по которой можно спуститься с самого пика на высоте 2400 метров до уровня 900. Но важно, чтобы был достаточный уровень снега, так как на отметке 900 часто бывает плюсовая температура. Для любителей черных и красных трасс тоже есть отличные варианты. Настал момент поговорить про питание. Всем привет! Я в горах. Мы сейчас поедем на подъемнике вниз, покушаем там, поднимемся обратно и пойдем на вечерку. В целом, я думаю, понятно, что чем ближе к подъемникам, тем цены на еду выше. Примерно в 3 раза будет дороже пообедать на высоте 1400 метров, чем в столовой у подъемника на 540. Вообще, по поводу покушать, в Красной Поляне есть разнообразные абсолютно рестораны, кафе, вкусноточка, бургерки, что угодно. В общем, на любой вкус и цвет вы найдете себе перекусить. Но вот когда вы выходите с подъемничка, здесь такие кафешечки. Мы всегда кушаем в столовой, потому что далеко не нужно ходить. И достаточно вкусные и демократичные цены. Мы всегда завтракали в Адлере, где прием пищи на человека примерно обходился в 500-600 рублей. Это в столовой. Например, борщ в столовой 250 рублей, а в ресторане 600-800 рублей. А вот обедали тоже в столовой, но у подъемника на высоте 540. Там цены выше процентов на 30 в сравнении с Адлером, но все еще доступные. И отдельно скажем про вечернее катание. Здесь работает 3 трассы, 2 синих, реликтовый лес и Красная Поляна, и учебная зеленая трасса. Пока еще народу нет. Подъемники откроются буквально через 10 минут. Можно наблюдать вельвет на склонах, поэтому пойду быстро встегивать ботиночки и постараться в первой линии прокатиться по прекрасному вельвету Красной Поляны. Все, идем одеваться. В общем, мы оставили свои лыжи и всю снарягу здесь в домике инструкторов. Вот, и сейчас ждем открытия, у них, видимо, обед. Так что не получится, наверное, первым попасть на склон. Что-то мы и подумали об этом. Ну да ладно. Теперь немного о лайфхаках. Я рекомендую избегать отдыха в горах в самый пик сезона, например, во время новогодних каникул или таких праздников, как 8 марта, 14 и 23 февраля. В это время на склонах очень много народу, трассы разбиваются за первый час, а у подъемников возникают большие пробки. Можно прождать по 40 минут и устать, так и не поднявшись на гору. К тому же цены в этот период завышены, а условия катания оставляют желать лучшего. Если вы все же решили поехать именно в такие дни, то старайтесь выходить на склон с самого открытия, пока еще не все проснулись. Если у вас есть машина, лучше подняться на высоту 960 метров по серпантину, выгрузиться прямо у подъемника и оставить транспорт на бесплатной парковке. Также рассмотрите вариант каршеринга. У нас это обошлось 760 рублей от Адлера до подъемника, а такси с боксами для снаряжения стоит около 1500 рублей в одну сторону. Тем, кто планирует жить на курорте, об этом, в принципе, переживать не нужно. Друзья, как и обещал, я привез несколько сувениров из Сочи и хочу их разыграть. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в ближайшее время я напишу там условия розыгрыша. Вот. Ну и напоследок, конечно, поддержать меня можно оформлением подписки на Boosty, ссылочка в описании. С вами был Артем Свиридов, мы покидаем солнечный Сочи и совсем скоро отправимся раскатывать склоны Домбая. Пока!